Всем привет! Сегодня опять рыбалка на столбовой. Время у нас где-то около часу дня. Сегодня у нас вторник. Говорят, было зарубление килограмм 70 около 9 утра. Вот. Про что сегодня пойдет сказ? Сказ сегодня пойдет про воблеры. Чуть-чуть я в них подразобрался. Как-то получше стало с ними получаться. Поэтому сегодня будем ловить только на воблеры. Воблеры достаточно такая интересная тема. Мало кто из рыбаков покупает себе оригиналы, чтобы посмотреть их технические характеристики, заглубление, активность игры. Поэтому надо... Сейчас мы пройдемся по оригинальным воблерам, посмотрим, чем отличаются, какие характеристики у них есть. Ну и сможете перенести это на неоригинальные воблеры, которые, в принципе, тоже по большому счету ловят. Не всегда, не все. Есть более удачные модели, есть менее удачные, но тоже работают. Идет дождь, поэтому мокнем под дождем. Попробуем снимать про ловлю на воблера. Так, ну и пару слов про обновки. Взял на попробовать Daiwa Pressa спиннинг от 1, по-моему, до 4 грамм. Модель LTD AGS 61L. И катушечку Vanquish 2000. Тоже на попробовать. Ну, история достаточно дорогая. Палка где-то около 40 тысяч. Катушка около 40 тысяч. Понятно, что не для всех удовольствие. Ну и, кстати, здесь стоит шнур. Тоже говорил о том, что мне нравится UGK Real Detex 0.3. А вот это Varivas, или Varivas, как он правильно, с ударением 0.2. Saltwater, так называемый. Кстати, мне понравился. Хороший шнур. Разрывная у него приличная, там порядка 5 килограмм. Тоненький. Ну, прикольный шнур. Катушки. Ну, так, конечно, прикольно, да. Хорошая катушка. Вопросов нет. Ну, конечно, очень дорого. Я взял на попробовать. Больше, конечно, я все комплекты переобувать на Vanquish не буду. По поводу палочки. Ну, палочка, конечно, на мой вкус. Вы уже поняли, что я люблю достаточно мягкие палочки. Чтобы кончик был подвижный, живой. Ну, в частности, вот Графлидер, который у меня до 5 грамм. Вот он, Графлидер. Ну, во-первых, она табулярка. Ну, из-за этого она и табулярку, и тест у нее повыше. Но она все-таки пожестче такая палочка. На ней все-таки удобнее что-то более тяжелое гонять. Блесна там за 3 грамма. Некоторые воблеры комфортно. Но вот для блесен, честно говоря, Daiwa Pressa прям понравилось. Приятно. Ну, все, про палки, наверное, хватит. Соответственно, начну я вот с этой. Попробую на ней. Температура нынче по утрам около 4 градусов. Сейчас около 7 градусов. Водичка подостыла. Ну, рыбка должна уже спускаться в условный первый метр. Поэтому, наверное, попробуем ее где-то в полводы, около метра, и поискать. Поэтому и воблера будем брать приблизительно такого заглубления. Я потом в конце расскажу, или в середине, после пары поимок, про свойства лопаток и про формы воблеров. Ну, это будет чуть позднее. Пока начнем вот с таких историй. Давайте попробуем Hayes MD. Вот такая лопата у Hayes, достаточно большая. Такое тело сбоку. Обращайте на это внимание. Размер тела сбоку. Как он соотносится с шириной лопатки. Обещал попозже, но, по-моему, сейчас просится рубрика
фломастеры, поэтому попробуем порисовать, как работают воблеры и что пытался донести. Ну вот у нас для примера несколько воблеров. Можно посмотреть на ширину лопатки Куга Нано, широкая, тело в профиль маленькое. Это паникра, лопатка достаточно широкая, плюс-минус как у Куги Нано, а тело в профиль намного шире. Давайте еще. Мока. Не очень узкая, не очень широкая лопатка. Намного уже, чем у Куги. Раза в 1,5%, 70. И не очень большое, но среднее тело в профиль. Мукай Трема. Совсем узкая лопатка. Ну и достаточно узкое тело в профиль. Можно Трема сравнить с Кугой. 40% от его ширины. Попробуем порисовать. Вот воблер спереди. Вот его условная лопатка. Вид вот так спереди. Попробуем сверху то же самое нарисовать. Вот она, капля. Вот его лопатка. Мы тянем вот сюда. Ну, соответственно, здесь на себя. Что при этом происходит? Лопатка начинает, упираясь в воду, начинает соскальзывать в одну из сторон. Надеюсь, видно. Начинает соскальзывать в одну из сторон. Ну и переходит фактически вот если сверху смотреть. Да, вот такое вот состояние. То есть от продольной оси она отклонилась вот сюда. Здесь мы это будем видеть как вот так лопатка в сторону ушла. Вот это тело. Вот это продольная ось. А тело начинает вот так вот показываться. Ну, соответственно, вот этот профиль. Вот она, площадь тела, которая появляется. Ну и здесь вырастает вот она. И это дополнительное сопротивление, когда вот это или вот это уравновешивает сопротивление лопатки. При этом задняя часть начинает отталкиваться в противоположную сторону, чтобы шагнуть вот сюда. Вот так она отталкивается вот этой частью. А эта часть начинает двигаться вправо. Ну, соответственно, если продолжить, то мы переходим через вот это состояние равновесия в вот это состояние. Так, это надо было нарисовать. Вот здесь неважно. То есть мы смещаемся в эту сторону. И у нас появляется вот эта вот поверхность, которая борется с вот этой поверхностью. Когда давление здесь становится больше, чем давление в лопатке, заднюю часть начинает отклонять, а передняя начинает идти в обратную сторону. Поэтому ширина, точнее, вот тут я в интернете не нашел четкого определения, хоть и говорится термином ширина лопатки, но мне кажется, площадь лопатки важнее, чем именно ширина. Площадь, наверное, часто связана с шириной лопатки. Но не факт, что эта история умалчивает. Что важно, что когда воблер колеблется в одну или другую сторону, точнее поочередно, в одну и другую, возникает точка, вокруг которой он вращается. Соответственно, чем ближе точка смещена к носу,
конструкции, тем дальше получается размах задней части. Чем дальше смещена к хвосту воблера, тем меньше размах задней части. Ну, соответственно, это похоже и на историю с воблерами, с блеснами, когда блесна может отклоняться не сильно, а может отклоняться сильно. Собственно, чем сильнее отклонение, размах воблера, тем более активную игру он имеет. Чем меньше отклонения, тем меньше это пугает, напрягает осторожная форель, тем больше она склонна к атаке. Надеюсь, я понятно объяснил теорию на примере куги. У куги видно очень широкая лопатка. Это куга нана. Широкая лопатка, маленький профиль тела. То есть ширина лопатки по отношению к профилю тела, но она намного больше. И мы сейчас посмотрим в ванне, запустим кораблики. Видим, что куга нано, по крайней мере, вращается очень интенсивно. Вот так. В пику ей можно посмотреть на мока. Мока имеет не широкую лопатку, ну и не широкое тело, но плюс-минус оно даже уже. То есть лопатка, я миллиметры не высчитываю, уже, чем профиль тела. Собственно, его размахи, даже в описании написано, что на небыстрой проводке вальяжно покачивает задней частью воблера. Вот сейчас попробую набрать ванну и продемонстрировать, чем отличается, например, тот же Мукай Трема или Мока от той же куги. Ну или посмотрим, что будет делать паникра с такой большой достаточно лопатой, но и большим телом. Если так грубо приложиться, ширина лопаты больше, да, чем профиль тела. По идее, она тоже должна достаточно активно размахивать. Давайте попробуем заплыв устроим. Первым в заплыв у нас отправляется куга нана. Вторая у нас паникра. Третья мока. Ну и последний в зачете Мукай Трема. Вернемся к фломастерам. Вот они, наши 4 пловца. Соответственно, видно, что тот, у кого самая широкая лопатка и самое маленькое тельце, то есть когда воблер смещается, какова площадь, об которую будет упираться водный поток и разворачивать воблер в другую сторону. Чем меньше площадь, тем дальше может пройти воблер и вращаться как можно сильнее. Соответственно, на мой взгляд, вот этот воблер, посмотрите на видео, показал самые интенсивные колебания. Паникра показывает размашистые колебания. То есть она идет не вот так вот, как куга нана
а идет вот так покачиваясь, ну, широко, вальяжно, высокоамплитудно. Вот так. Мока действительно колеблется не очень сильно, у нее ходит хвостик не сильно, на мой взгляд, потому что точка вращения смещена ближе к хвостику. Я уж не знаю, как они этого добиваются, развесовкой, еще чем-то. И лопатки хватает, чтобы несколько размахивать. Ну и самые, скажем так, слово, вялые колебания, не широкие, у трема Мукаи, собственно, потому что лопатка самая узкая, самая маленькая. Собственно, к чему это? Потому что когда берете свой воблер не оригинальный, или вы уже просто забыли, что за воблер у вас, можно хоть как-то приблизительно представить поведение воблера. Ну, а самый надежный способ мы увидели в воде. Киньте воблер перед собой, проведите пару раз, посмотрите, что он делает в воде, насколько широко играет, насколько интенсивно, что вам сейчас нужно. С пассивной рыбой возиться или еще более-менее активную долавливать. Собственно, все про поведение воблеров. Сразу говорю, что начинаю я с яркого цвета в попытке какую-то еще активную рыбу подловить, если кто-то еще активен. Начнем с равномерки, не быстрый, скорость вращения 2000 катушки. Кстати, проверим фрикцион. Нормально. Вот чем хороши и плохи воблера по сравнению с, ну, в частности, плавающие воблера по сравнению с железом. Их сложнее заглублять. То есть, если у вас воблер, условно скажу, метр, то опустить его на метр не так тривиально. То есть нужна либо достаточно быстрая проводка, чтобы он упирался и заглублялся, ну, либо опускать удилище чуть не в саму воду. Опять рубрика «Фломастеры». Сказал фразу и понял, что она непонятна будет. Горизонт воды. Здесь мы стоим с нашим спиннингом. Шнур или другая линия. Ну, 90%, 99% используют шнуры. Идет вот так, какое-то расстояние, так, и потом к воблеру. F-воблер плавающий. Собственно, если у него заглубление по паспорту 1 метр, то нам нужна скорость намотки средняя. То есть их когда тестируют, их тестируют на определенной скорости, и он заглубляется на условный этот метр. Но воблер плавающий, то есть он постоянно пытается всплыть. На него действует дополнительная сила, давящая вверх. Не давящая, тянущая вверх. Соответственно, чем меньше скорость проводки, скорость, чем меньше скорость, тем выше он поднимется. Он не будет идти уже на метре. Он будет идти на условных 80 сантиметрах. Или условных 50 сантиметрах. По мере замедления проводки. То есть он будет все выше и выше всплывать. То есть, чтобы его загнать на глубину метр, надо мотать достаточно активно. То есть не совсем уж умирающей проводкой. Потому что постоянно его выталкивает вверх сила. И чтобы ему нырнуть на метр, его надо мотать достаточно активно. Второе, про опускание кончика спиннинга в воду. Здесь тоже все не так просто.
даже если у вас будет стоять на спиннинге не шнур, который легче воды, да, он как-то вот так провиснет, будет лежать под поверхностным натяжением какое-то расстояние и вот так спускаться вниз к приманке. Ну, к воблеру или блесне это не так важно. Опускание кончика вниз вот так мы опустим вниз наш спиннинг. Вполне такое случается, это можно видеть. Это даже типовое поведение, даже на очень тонких шнурах и даже на флюрокарбоне, который, по идее, тяжелее воды. Вот так вот он всплывает вверх, идет по поверхности, лежит, потом опускается вниз. Ну, шнур вот так, флюрокарбон, по идее, должен вот так опускаться к приманке, к воблеру. Но, тем не менее, если вы просто опустите кончик вниз, он у вас будет под поверхностным натяжением находиться на поверхности, и там на дальнем конце, при дальнем забросе, ничего не изменится по своей сути. То есть надо сделать несколько резких подтяжек, чтобы вот эта область, вы ее увидите, она прям бежит вот так навстречу друг другу. Зона подтопления шнура или лески, или не знаю, кто чем пользуется, флюра, чтобы его пробить вниз, и он лежал вот так, или вот так, как флюр, каким-то образом под водой, более-менее линейно. То есть вот эту поверхность надо еще пробить, поверхностное натяжение. Ну и, кстати, маленькое замечание. Тоже когда ловил, разговаривались с соседом на тему, использую ли я флюр или не использую. Он говорил, что не использует, использует шнур без флюра. Ну вот на этом же эффекте, если у нас условно вот так вот идет шнур, провисает, лежит по поверхности, и потом шнур вот так уходит вниз. Допустим, последний метр-два к приманке. То в случае, если мы ставим поводок из флюра, то он у нас проваливается немножко глубже и под другим углом подходит к приманке. Приманка будет более горизонтальная, вот в этом случае она будет более вертикально находиться. Ну, понятно, что я переборщил, показав совсем вниз, пытался донести мысль. То есть, чтобы приманка была более горизонтальна, последний кусочек метр-два, полтора, не совсем маленький, там не 20 сантиметров, а приличный кусок из флюра немножко имитирует, как будто это вся линия из флюра. В общем, эта приманка становится в более естественное положение. Поэтому мне кажется, кроме того, что флюр защищает еще и от порезов, ну и также дополнительно он все-таки притапливает блесны. Особенно это сказывается на легких блеснах 1,5 грамма, 1,6, 1,8, 1 грамм. То есть там вот этот поводок – это лишний способ углубить поглубже, загнать легкую блесну. Ну или она будет идти совсем поверху, если это толстый шнур. Для чистоты эксперимента сделал третью проводку. И побыстрее. Нет, на такой яркий цвет никого мы не нашли. Красненький хейс. В воблерах работает та же история, что и с другими приманками по форели. Чем более активна рыба, тем более крупный размер ей нравится. Соответственно, уменьшаем размер приманки по мере спадения клёва, уменьшения клёва или увеличения пассивности рыбы.
пассивная рыба предпочитает все-таки мелкие приманки. Поэтому у нас появляются к таким воблерам, как Куга, например, модификации Куга Нано. Или у того же Хейза есть Хейз Нано. Попробую поднять кончик удилища повыше, чтобы уменьшить заглубление воблера. Добрый день. Добрый. Много смотрел про вас, кстати. Рыбалок. Я давно не снимаю что-то. Вот решил поснимать наконец-то. А в этом году не ездили в это Маслово? Мисайлова. Нет, Или Маслово. Маслова я не был ни разу. Ни разу не был? М-м. А где-то я вас смотрел. Мисайлова ловили. Да? Мисайлова, да. Мисайлова смотрел, здесь смотрел. Помогали тут людям ловить рыбу. Ну, как-то так, да. Да, в последнее время что-то времени не хватает, если честно. Монтировать это же время все. Там часов по 6 надо сидеть. Да, это ж надо, да. Кропотливая работа. Ну да. Ну не хвоста, ничего, что я... Вы нормально отловились, да? Рыбалка. Да вот, в этот раз нормально. На актив? Раз, 2 штуки еле-еле. На актив? На пассив? На актив. Глуби- Я на пассив просто ловлю. Глубина какая? Да в основном в полводы. Ну вот я сейчас тоже полводы пробую. На воблера. Вот там вот хорошо. На мелячке, да? С той стороны я 2 раза кинул, сразу поймал. На мелячке, да? Берет на резину. На блесну только на запуске одну я поймал. Одна сошла у меня. А это вот в основном на резинку. Сейчас попробуем. Я вам про воблера хотел поснимать. Поэтому... Ну хорошо. Ну, удачи вам, да. К черту. Подходят другие рыбаки. Кто-то еще посматривает. Хотя на YouTube не так много народу после санкций. Ну, посматривают. Ладно, вернемся к нашим баранам. Пробуем. Ну, в частности, не бойтесь разговаривать. Спрашивать, на какой глубине поклевки. Это нормально. Ну и вот рыбак нам сказал, что поклевки были полводы. Попробую сейчас поглубже провести воблер. Для этого погрузил кончик удилища прямо в воду, где-то на треть. Ну, пока тихо. А при этом всплески рыбы я сейчас видел сверху. Надеюсь, вам тоже было видно. Так что не знаю насчет полводы. Прыгает она по воде. Ну, давайте, может, по ходу попробуем говорить не только про размер, да? Вот. Воблер. Сейчас про размер закончу. Воблер Хейз. И вот его модификация Хейз Нано. Так, надеюсь, видно. То есть размер явно меньше, но лопатка при этом даже больше. Давайте повернемся лопатками. Нано справа, лопатка длиннее, ну по ширине плюс-минус такая же, а длина соответственно меньше. О чем это говорит? Что Хейз Нано будет заглубляться дальше, глубже, чем Хейз. Посмотрим сбоку. Ну, сбоку плюс-минус видно, что угол наклона лопатки практически одинаковый у Хейз Нано, как будто чуть-чуть он поострее совсем. Соответственно, вот Хейз Нано будет заглубляться чуть больше. Условно там 1,2 метра, а этот Хейз условно метр.
Ну, давайте вот такой цвет Хейза и попробуем. Давайте я вплету сразу в рассказ какие-то элементы информации. Вот воблер. Вот он горизонтально расположен. Что важно, зачем мы работаем кончище? Заглубление происходит в зависимости от угла шнура. Соответственно, чем выше мы поднимаем спиннинг, тем меньше получается заглубление. Чем ниже спиннинг, тем больше заглубление. Соответственно, воблер с заглублением, например, вот Hayes MD 1,2 метра, мы можем поднимать кончик удилища вверх, тем самым уменьшая заглубление, допустим, до 60 сантиметров. Или погружать его в воду, тем самым увеличивая заглубление. Мы понимаем, что у нас шнур, линия, она идет условно перпендикулярно к лопатке. Вот, соответственно, когда воблер только упал в воду, он выгибает вот так вот попой вверх воблер, и воблер начинает нырять. По мере заныривания шнур становится перпендикулярным, но уравновешиваются силы выталкивающие, ну, как бы вытягивающие вверх, и лопатка заглубляющая вниз. Собственно, воблер встанет в какое-то такое положение и будет двигаться в своем горизонте. Ну, еще раз повторюсь, палку вверх или вниз мы регулируем степень заглубления воблера. Давайте пробовать. Если вы обратили внимание, лопатка у Hayes Nano по отношению к его размеру тела очень большая. Это говорит о чем? О том, что колебания воблера будут весьма размашистые. То есть, как и в блеснах, в активных, пропорция в пользу лопатки, значит, воблер будет сильно размахивать вокруг какой-то точки своей вращения. Ну, условно скажем, вокруг центра воблера. Рыбка плещется. Попробую добавлять паузы. На паузе плавающий воблер у нас всплывает, тем самым уменьшая свое заглубление. Что еще интересного про воблера? Слышал такое мнение, уж не могу его ни подтвердить, ни опровергнуть, но мнение остается мнением, что атаки на воблера являются более интенсивными, то есть более резкими у форели. Сейчас я покажу на примере воблера. Ну и заодно возьмем другой воблер. Это Daiwa Presso 60 F1, то есть 60 миллиметров. Заглубление тут тоже что-то под метр. Форель, когда атакует воблер, она его не может целиком заглотить, поэтому она как бы хватает за край, после этого делает вращательные такие вот с стороны в сторону движения головой, чтобы перехватиться и целиком захватить приманку. То есть как бы второй раз укусить. За счет этого мы чаще ощущаем вот этот удар разворота головы, когда она начинает башкой мотать, чтобы захватить поглубже воблер. Так, ну и, соответственно, активный воблер Hayes Nano с достаточно большой лопаткой, широкой
широкой лопаткой относительно профиля тела. Собственно, маш, он достаточно активный, я снимаю. Это все-таки для активной рыбы. И ставлю уже такой темненький цвет Дайва пресса. Но достаточно большой. 60 длина. Пробуем. И что важно, о чем тоже еще раз напомню, ведите приманки до самого берега. Очень часто форель сопровождает приманку, ну, прям до края, до метра, полуметра. И не стоит выдергивать там уже в 3-5 метрах от берега приманку. Можно выдернуть изо рта. Сейчас держу чуть повыше кончик, чтобы уменьшить заглубление. Пока поклевок нет, поэтому вопрос, где рыба, на какой глубине, остается открытым. Но визуально я вижу на поверхности прыжки рыбы, которая гоняет малька. Так что, возможно, рыбка вообще наверху. Возможно. Попробую еще выше. Ну, кстати, тот факт, что на поверхности всполохи были, то есть рыба гоняла малька, наталкивает на мысль, что можно попробовать либо кугу, либо вообще поппер. Сейчас попробуем заглубиться поглубже. Еще раз попробую сверху. С паузами. В расчете на всплытие воблера. Не нравится мне то, что рыба прыгает поверху. Уж не тема ли это попперов. Не стоит ли ее проверить? Ну, давайте это и сделаем. Тем более на мину поклевок нет. Попробуем поппер. Слышал я такое мнение, что цвет поппера ни на что не влияет. Ну вот, не совсем я с этим согласен. Рыба все-таки находится под, если это поверхность воды, то поппер на поверхности воды. Рыба хоть чуть ниже, но все равно ниже поверхности воды. Поэтому она взглядом видит воблер на фоне неба. Соответственно, воблер должен как минимум контрастировать на фоне неба. Это очень маленькая глубина. Соответственно, сейчас небо, ну, такое голубое, назовем его, с облачками. Поэтому все-таки я считаю, в такой ситуации, например, лучше темный воблер. Это спиш Норрис, по-моему, 25 миллиметров. Про поппера. Цель поппера в том, чтобы он плюхался и издавал
плюхи на поверхности воды. Надеюсь, сейчас видно. То есть мы делаем как бы ударчик, получаем плюх, даем паузу, делаем еще ударчик. Пауза, ударчик. Это базовая проводка поппера. Нет, на поппер я поклевок не вижу. Попробуем между метром и поверхностью встать на какую-то золотую серединку сантиметров на 30. Ну, кстати, администратор сказал, что поклевки были. Опять про что разговаривать с людьми. Поклевки в основном на резину, на массивную. Не мелкую, а массивную. Это я к чему? Потому что дальше можно попробовать что-то крупное, типа Волкингидрама. Как вы понимаете, бананы я оставил напоследок. Бананы ловят. В видосах показывал, что ловят. Пока поклевок нет. Мока заглубилась где-то сантиметров на 70. И повторюсь, пробуйте проводить перед собой воблер, чтобы видеть, как он играет. Прошло около часа. Попытки найти глубину, что-то подобрать пока неудачно. Сейчас сменю локацию. Уйду из этого прекрасного угла и бросков вдоль сетки. Уйду вот туда, на мелячок. Попробуем, что там на мели. Гидрам. Гидрамы заглубления сантиметров 60-70. Они плавающие. Соответственно, на паузах еще меньше будет всплывать. Так что можно вести выше. На мой вкус гидрам входит в топ воблеров для ловли на обычных водоемах, не спортивной ловли. Ну, только что поклевка была. Вот, наверное, почему он и входит в топ. Заглубление было на такой проводке, ну, сантиметров, я думаю, 30. Ну, скорость подмотки неактивная. Ну, поэтому заглубление небольшое. Проверяем последний цвет гидрама, который у меня есть. Оп, на паузе рыбка села. Рыбу я не форсирую, шнурную второй, как я говорил, хоть и с приличной разрывной. Нам это не нужно. Крючки у гидрама тоже
не особо толстые. Сошла. И хорошо. Нам рыба особо не нужна. Так что не расстраиваемся. Так, дело к 6 часам вечера. Ну что, что получилось, то получилось. У нас VIP. Рыба есть, рыба плавает. Ну как плавает, плещется. Какая-то стоит колом. На выходе 0. Ну, зато поговорили про воблеры. Я, может, еще досниму про воблеры. Ну, в целом хотел сказать о том, что для таких вот плотных прудов хороший вариант — это пепина. Раз. Это гидрам от Валкина. 2. Все. Смотрите, что получилось.